Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, и я люблю скраббукинг. Готов мой зимний альбом. Вот такой он объемный, крутой получился. Напомню, что делала альбом я для своей фотосессии. Она была сделана давно, но фотографии лежали, ждали своего времени, поэтому наконец-то сложилось все, и альбом мой наконец-то готов. Размер моего альбома 24 на 19 сантиметров. Он включает в себя 4 разворота. В каждом из них своя особенность, свое количество фотографий и своя локация фотостудии. Поэтому именно такая была задумка. Также весь альбом я делала по э, совместному проекту зимнему, в котором каждую неделю выходило задание на определенные развороты, определенные элементы нужно было использовать. Поэтому тут не только моя идея, но и девчонок, организаторов проекта. Альбом я делала из коллекции от Scrap Mir, Rustic Winter. Коллекция очень давняя, но тем не менее она мне очень подходила по цвету, по тематике, поэтому и все сложилось в один альбом. Обложка у меня обтянута замшей, на ней также сделана через трафарет белой краской, вот такая небольшой рисунок для поддержания общего характера альбома. Также на каждой страничке у меня есть перегородка, это у меня не ацетатный лист, не знаю, как-то пленка какая-то, она достаточно плотная, хватает для того, чтобы все цветочки и все композиции не терлись одна от другую. Завязывается у меня на хлопковую ленту, она такая плотная здесь и а, не тянется, поэтому я думаю, что будет хорошо служить. Итак, на обложке впервые в моей практике я применила вот такую обложку, да, на обложке, вернее, рамку с фотографией. Как по мне, очень хорошо все вписалось. Защитила тут я ее тоже пленкой, чтобы не выгорала, не бралась к рукам, не пылилась фотография. То есть все можно будет сделать. Также на обложке у меня есть цветочки, высечки из коллекции, отштамповки на кальке и на бумаге, чипборд. Ну, в общем, все как было в самом альбоме. А, Я очень довольна результатом. Прям сегодня еще пересматривала фотографии, листала альбом, потому что действительно очень давно уже хотела его сделать. И, наконец, моя мечта сбылась. Давайте посмотрим, что внутри. Итак, первый разворот выглядит вот так, в ярких тонах, насыщенные фотографии, очень подходящие по тону коллекции самой. Здесь было нужно сделать так, что же нужно было сделать, я уже забыла. Какие требования были к фотографиям на каждый разворот. Ну, у меня это выглядит вот так. Здесь даже использовала уголочки, которые с Али мы часто заказываем бумажные, а вот в остальных местах я делала свои уголочки. У меня есть ножичек такой, очень удобно, под любой размер можно подобрать и сложить все как нужно. Поэтому часто теперь буду использовать именно такое. Среди композиций здесь, в принципе, не очень сложная композиция, да, я напомню, что по моей идее основное внимание должно припадать именно на фотографии, и у меня здесь именно так. Также во всем альбоме я использовала такой трафарет, разные краски использовала в связи с тем, что какая подходила под определенный разворот. Поэтому фотографии готовы, и все очень красиво вписывается и вместе смотрится. У меня были некоторые сложности с подбором фотографий, так как не на каждое расположение мне хватало фоток, поэтому вот здесь, например, оставилось пустое. Возможно, еще поищу из фотосессии какую-то подходящую, но пока из распечатанных я не подобрала. Так, здесь, рамка была, использовать рамку, поэтому здесь, в принципе, я его такую и сделала. Также здесь вот разворот такой еще отворачивается. Здесь уже наверх не поднимается. Я тоже смотрела приблизительное количество фоток, поэтому, соответственно, там есть именно вот так. Здесь из декора использовала цветы, фишки, вырубку. Надписи это у меня от Craft Clock. Там палетка такая с чипбордными надписями, очень классная, удачная, мне понравилась, и на многие темы можно там заказать. Также вот видите, пленка она прозрачная, она не затмевает сами фотографии, даже если страничка вот так смотрится, да, но при этом декор не цепляется, и это очень удобно. Так, второй разворот. Здесь был какой-то элемент, который удерживает фотографию. У меня в данном случае на двух страничках, это здесь вот такая
такие пяльца, вот с фотографиями. И, собственно, здесь внутри также есть фотографии. Вот эту рамочку я сделала с помощью ножа, разрезав пополам, потому что она круглая сама по себе. И очень красиво так удлинилась фотография и хорошо вписывается сюда. По декору также здесь, да, мы видим чипборд из самой коллекции. Вот это, да, здесь карточки с коллекции, цветочки, отштамповки, вырубка. Ну, все, в общем, все как обычно я использовала. Цветы все от Оли Николенко. Я постоянный клиент ее. Очень мне нравятся эти цветы. Здесь также вот такой элемент, который снимается и удерживает рамочки. И вот так все это выглядит внутри. Здесь тоже чебор для того, чтобы держать толщину и чтобы фотки не западали. Так, третий разворот. Здесь уже было интереснее, потому что многие сделали многие сделали на этом развороте именно шейкер. И третий разворот, обязательный элемент был именно шейкер. Мне повезло, я его не сделала, поэтому мне уже было легче. У меня здесь тоже такой небольшой трабл, потому что очень объемный шейкер получился. Я никогда раньше так не делала, поэтому такая толщина и вот сложности с удерживанием магнита. Вроде бы вот если так держишь страничку, удерживается, но при раскрывании, закрывании все равно сложно. И за счет этого вот топорщится немного сама фотография, так как толщина вот прям приличная такая, по шейкеру видно. Ну, уже что есть, то есть. Вот такой был у нас еще один. Эту идею подсмотрела у Лены Маргун. Не было у меня прозрачного такого какого-то. Теперь пожалела, потому что было прикольно, если было бы прозрачное, просматривались бы фотки. Ну, уже что есть, то есть. Есть вот такая локация, вот такая. Тоже, да, декора по минимуму, буквально вот вырубка, карточка и все. Здесь фотографии подрезала под размер, чтобы влазили и не перекрывали одна другую. Так, на следующей страничке у нас также есть отворот. Очень красивые цветы. Я прям просто обалдею от них. Я просто влюблена. Настолько классно получается и красиво с композицией, и красиво альбом украшает. Прям супер. Я довольна очень. Так, здесь у нас вот так. Здесь вот так и вот так. Как видите, да, особого декора здесь также нет, потому что, ну, во-первых, толщина не позволяет, и тут как-то мне не хотелось закрывать это все, как-то соединять, тем более здесь фотка должна открываться свободно, и поэтому декор лишний я здесь не делала. Как по мне, достаточно и этой композиции, которая здесь есть. И четвертый разворот. Требования были либо конверт, либо карман. У меня, в принципе, сложилось и то, и другое, да. Здесь вот конверт вот так выглядит. Фотки не вложила еще, которые остались, но они у меня там лежат. Здесь отворачивается. Еще есть вот такой красивые кадры. В конверте планирую также использовать, написать лист о том, как проходила фотосессия, потому что это было очень интересно. И муж мой не очень хотел фотосессию, но когда мы туда попали и вышли с нее, реально были очень классные впечатления. Из декора у нас здесь есть чипборд из коллекции, чипборд раскрашенный, тоже высечки из коллекции, цветы, вырубка. Ну, в принципе, во всем альбоме все элементы повторяющиеся. И последняя страничка. Здесь у меня карман, он такой очень глубокий. Здесь я вложила фотографии, вот они мне тут. Еще стопочка небольшая осталась. Пока я их не применила здесь, но они здесь будут храниться. И плюс вот такая вот еще страничка сложилась. Здесь, кстати, тоже можно. Не нашла тогда шебеленту, хотела шебеленту туда еще сделать. Ну, пока не обнаружила ее, оставила. Ну, если найду, обязательно это делаю. На обороте я ничего не делала. Вот осталась просто замшевая обложка, чтобы было удобно и хранить и держать потом в руках, потому что альбом такой достаточно увесистый, объемный получился. Ну, результатом я очень довольна. Покажу, что здесь также я вот сделала ткань, чтобы не было вот белых следов картона. И альбом мой получился целостный, классный. И я надеюсь, вам тоже было интересно. Весь процесс я снимала.
Оставлю ссылочку на плейлист, в котором все части, каждый разворот отдельно, плюс обложка отдельно. Поэтому будет приятно услышать ваши комментарии, как вам альбом, делали ли вы зимний альбом, работали ли с коллекцией этой. Пишите, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Пока прощаюсь с вами. Увидимся в новом видео. Всем мира, добра и пока-пока.